После долгой консолидации жесткого сопротивления биткоин наконец-то вырывается вверх, и до ключевого важного уровня в 100 тысяч долларов остаются считанные проценты. Конечно, 100 тысяч это не его максимум, но сам факт того, что это все происходит после активного вала в октябре и ноябре, когда настроения на рынке были на самых отрицательных значениях 2025 года. Сейчас по актуальным данным мы наблюдаем за тем, как страх постепенно уходит, а жадность понемногу возвращается, что прибавляет уверенности биткоину торговаться на более высоких уровнях. И что самое главное, такое движение наблюдается только благодаря тем катализаторам, о которых мы говорили еще в прошлом году, а также вот в этом большом фундаментальном прогнозе на 2026 год. Те, кто давно следит за моим каналом или как минимум начал смотреть видео с октября, прекрасно знают, что моя стратегия во время этой коррекции заключалась только в накоплении и в ожидании разворота рынка, который мы наблюдаем прямо сейчас. Ведь такие факторы, как падение инфляции, снижение ставок, стимулирование экономики и новый политический курс Трампа на рост рынков выступают отличной фундаментальной базой, что дает все предпосылки на то, чтобы предстоящий год был зеленым. Но все же, не рано ли нам открывать шампанское и ждать быстрого восстановления выше 100 тысяч? Ведь, например, многие, в том числе и вы, мои любимые зрители, считаете, что полноценный бычий цикл начнется только при условии еще одной глубокой просадки до 70 тысяч. Да, такой тейк по-прежнему есть на рынке, и поэтому сегодня мы проведем большой теханализ биткоина с оценкой его потенциала на ближайшее время. Конечно, если говорить о более широких временных рамках, биткоин 100% будет стоить и 200, и даже 500 тысяч. Это лишь вопрос времени. Но вот его локальная перспектива остается под вопросом. Поэтому давайте сегодня отойдем от фундаментальной базы, потому что я ее разбирал в прошлых роликах, а сделаем упор на технику. Мы рассмотрим метрику, ключевые области спроса, сопротивления, которые появились после пробоя 94 тысяч, разберем базовый сценарий для торговли, которых сейчас придерживаюсь лично я, и потенциальные точки входа, чтобы продолжать зарабатывать на вот таких активных скачках рынка. Сегодня будет больше упор на биткоин, но если вам интересно увидеть похожий ролик про альты, где также будет теханализ и лучшие точки входа по базовым монетам, поставьте видео 1000 лайков, а также пишите комментарии, за которые можно получить 10 долларов, как этот зритель. Всем желаю приятного просмотра, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, когда биткоин выходит из долгих консолидаций и начинает формировать новое движение, крайне важно следить за всеми новостями, которые оказывают на него особое влияние. И сейчас в приоритете это геополитика. Вчера в нашем Telegram вышел пост об отмене атаки США на Иран, что не дало нефти пойти вверх и усилить давление на крипту. Также у нас регулярно выходят сделки китов, которые сейчас активно заходят в лонги, и в целом в Telegram вы можете максимально оперативно получать информацию, на которой можно зарабатывать. Поэтому, чтобы узнать, на какие монеты сейчас киты открывают лонги и много всего другого, подписывайтесь по ссылке в описании. А мы давайте начнем с первого показателя, который, собственно говоря, и позволил биткоину протестировать 97 тысяч. Это приток капитала в ETF. Начиная с 12 января мы видим четкий разворот по институциональному капиталу. Приток средств в спотовый ETF на биткоин возобновился после слабого конца 2025 года. Уже 12 января чистый приток в биткоин составил около 117 миллионов долларов, что стало первым сигналом смены настроений. В совокупности за период с 12 по 15 января в спотовый ETF на биткоин пришло более 1,7 миллиардов долларов. И это то, о чем мы говорили в прошлых роликах. ETF могут терять капитал беспрерывно неделями подряд, но достаточно буквально 3 дня, чтобы почти 2 миллиарда долларов капитала вернулись в рынок, что подтверждает возвращение институционального спроса и рост доверия к биткоину. В спотовый ETF на эфириум за тот же период времени был зафиксирован чистый приток около 309 миллионов, что говорит о постепенном возобновлении интереса к эфиру после затяжной консолидации. ETF на Solana показали приток в районе 38 миллионов, а по XRP чистый приток составил порядка 37 миллионов долларов, что само по себе важно, так как отражает решение институционального фокуса за пределы только биткоина и эфира. Несмотря на сравнительно небольшие суммы, именно такие движения обычно становятся ранними индикаторами более широкого притока капитала в альткоины через регулируемые инструменты. И если смотреть на потенциал дальнейшего развития потоков, текущая экономическая обстановка играет в пользу крипты. Рынки все активнее закладывают сценарий смягчения монетарной политики, а ожидание снижения ставок ФРС повышает привлекательность рискованных активов. На этом фоне спотовые ETF выступают ключевым каналом входа капитала от больших инвесторов, позволяя фондам выжимать весь потенциал из крипты. Возобновление притоков в спотовые биткоин ETF почти на 2 миллиарда долларов за несколько дней показывает, что крупные деньги снова готовы наращивать позиции. А значит, при сохранении текущих макроусловий этот тренд может усилиться и стать одним из главных драйверов рынка в ближайшие месяцы. И хотя геополитика на фоне больших планов Трампа дает нотку неопределенности, что мы разбирали в прошлом видео, инвесторы все равно идут в риск, причем даже более активно, чем до этого. Смотрите, после открытия торгов в США индекс Russell 2000 обновил исторический максимум, что стало важным сигналом для оценки текущих настроений на рынке. Всего за первые 15 дней 2026 года индекс вырос примерно на 7%, а его рыночная капитализация увеличилась почти на 200
220 миллиардов долларов. Поскольку данный индекс отражает динамику компаний малой капитализации, его рост напрямую указывает на усиление аппетита инвесторов к риску и перераспределение капитала в более волатильные активы. Для биткоина это позитивный макросигнал. Ранее фаза роста малой капитализации совпадает с режимом включения риска, когда инвесторы готовы брать больше риска в погоне за доходностью. В таких условиях биткоин все чаще рассматривается как высокорискованный, но асимметричный актив, способен выигрывать от общего притока капитала в риск. При сохранении текущего импульса рост индекса может стать дополнительным фактором поддержки для биткоина, усиливая вероятность продолжения восходящего движения на фоне возобновления спроса от фондов. И знаете, чем отличается текущий рост биткоина от того, что было в рамках этой консолидации? Рост вызвали не спекулянты, а реальные покупатели. Покупки на спотовом рынке вновь стали главным драйвером движения биткоина. Всего за последнюю неделю цена биткоина выросла примерно с 84 тысяч до 97. Это более 13% роста. При этом движение было не спонтанным. Ончейн-индикаторы CryptoQuant заранее указывали на усиление спроса, переходя в зеленую зону еще до активного роста цены. Ключевой момент в том, что этот рост формировался именно за счет спотовых покупок, а не агрессивного использования плеча на фьючерсах. Это говорит о реальном спросе и накоплении со стороны участников рынка. А такие фазы всегда считаются более устойчивыми. Положительные процентные изменения начали доминировать над отрицательными, а давление продавцов постепенно ослабевало, что указывает на сокращение предложения. В результате рынок получил импульс почти на 12 тысяч за одну неделю, подкрепленный фундаментальными данными. Если спотовый спрос сохранится, у биткоина появляется база для продолжения роста, без перегрева и резких откатов, что усиливает вероятность развития восходящего тренда в текущем цикле. Переложив все это на график биткоина, мы получаем пробой уровня 94 тысяч, выход из этого бычьего треугольника, тест уровня сопротивления выше 97 тысяч и начало вот такой консолидации. И если кратко, то получается сейчас все будет отталкиваться от новой ключевой поддержки на уровне 94 тысячи, которая до этого выступала тем сильным сопротивлением. По факту вот здесь были выбиты почти все слабые позиции, и рынок избавился от избыточного плеча, что наконец-то позволило биткоину сделать долгожданный скачок. И что самое главное, рост биткоина потянул за собой альты. Хорошо, что в это время я был в рынке и зафиксировал лонги по XRP с небольшим профитом, потом на развороте лучшим вариантом было открывать шорты, как, например, по XLM, и тоже получить хорошую прибыль. А вот точки входа по этим двум позициям я получил от команды аналитиков нашей подписки Coin22 Pro, которые были опубликованы заранее, до движения цен по этим двум монетам. Да, пока спотовые позиции показывают скромные результаты, я в последнее время все больше уделяю времени трейдингу и зарабатываю со всеми участниками Pro на различных монетах, причем и на росте, и на падении. Огромный плюс, что все новички получают пошаговое обучение на старте, сопровождение и поддержку на каждом этапе работы. А в первые дни для вас будет собран индивидуальный спотовый портфель на весь 26 год. Далее в ролике мы обсудим потенциальный сценарий по биткоину на ближайшее время. Но чтобы уже сейчас получить готовые точки входа с четкими уровнями, рассчитанным риск-менеджментом под ваш депозит, в том числе и по альтам, становитесь участниками Pro по ссылке в описании. Мы покажем, как торговать в текущих условиях и что нужно для того, чтобы оставаться в плюсе. А я, друзья, пока вернусь к важной метрике. Вопрос по поводу того, а достигли ли мы дна на уровне 80 тысяч, остается открытым. И давайте я с помощью индикаторов на него отвечу. Если сейчас посмотреть на рынок, то картина по биткоину начинает складываться явно в пользу быков. Цена постепенно приближается к двухмесячным максимумам, а для меня это уже не простой отскок, а попытка сформировать новый импульс. Технически все выглядит достаточно логично. RSI продолжает указывать на потенциал роста, а MACD дает бычье пересечение, что редко происходит случайно. Особенно интересно то, что на часовых таймфреймах формируется скрытая бычья дивергенция. RSI делает более низкие минимумы, в то время как цена движется выше и обновляет локальные хаи. Ровно такая же структура была на прошлой неделе, на 4-часовом графике, когда биткоин тестировал зону 90 тысяч. Тогда индикаторы указывали на потенциал движения в район 105 тысяч. Да, сейчас эта цель может выглядеть слишком оптимистично, но важно другое. RSI таки не дал ни одного внятного медвежьего сигнала. Отдельно обращаю внимание на более старшие таймфреймы. RSI поднялся выше уровня 50 впервые с начала октября. И для меня это один из ключевых признаков начала нового восходящего тренда. Сочетание с бычьим сигналом по MACD на трехдневном графике рынок начинает выглядеть совершенно иначе, чем в фазе слабости, которую мы видели в последние месяцы. Такие комбинации часто совпадали с формированием дна и началом среднесрочного роста. Следующий важный уровень, за которым я лично буду следить, это зона 100 тысяч. Она совпадает с 50-недельной скользящей средней. И здесь момент действительно уникальный. Биткоин еще ни разу не возвращал эту среднюю в полноценный год медвежьего рынка. Если цена сможет закрепиться выше, это будет сильный сигнал. Даже если в ближайшее время мы увидим повторный тест или откат, для меня ключевым остается одно. Опережающие индикаторы пока на стороне покупателя, а значит в ближайшие недели могут стать определяющими для того, каким будет тренд биткоина в ближайшее время. Обычным отскоком или реально началом нового движения
сопротивления в этом цикле. Тем временем биткоин наконец-то начал подтверждать возвращение силы. После 57 дней боковой консолидации цена смогла выйти из диапазона и закрыть дневную свечу выше ключевого сопротивления в 94 тысячи, что является важным событием. Исторически в этом цикле биткоин уже несколько раз проходил через похожие фазы накопления, и каждый раз они заканчивались продолжением роста. Первая консолидация длилась около 63 дней, вторая 56 дней, третья порядка 49. И сейчас мы снова получаем почти идентичный сценарий с диапазоном 56-57 дней, что укладывается в повторение рыночного паттерна. Во всех предыдущих трех случаях выход из консолидации сопровождался пробоем более высоких ценовых уровней, без формирования структурного разворота вниз. Если смотреть на общую картину, биткоин продолжает формировать более высокие минимумы и более высокие максимумы, что является классическим признаком устойчивого восходящего тренда. Даже в фазах коррекции цена удерживалась выше долгосрочной линии, а это говорит о том, что покупатели продолжают активно защищать более высокие ценовые зоны. С точки зрения индикаторов, картина также выглядит конструктивно. По MACD заметно, что давление со стороны продавцов ослабевает. Импульс постепенно смещается от активных продаж к стабилизации, а такие фазы часто предшествуют сильному движению вверх. Недельный RSI при этом формирует скрытую бычью дивергенцию, что указывает на сохранение восходящего тренда даже несмотря на затяжную паузу в цене. Важно то, что рынок уже перешел в фазу очистки от избыточного кредитного плеча. Слабые игроки и перегруженные позиции были выбиты ранее, и сейчас биткоин консолидируется выше ключевых уровней поддержки, без агрессивных распродаж. В совокупности это говорит о том, что потенциал роста по биткоину еще не исчерпан, а текущая стабилизация может быть лишь паузой перед следующим более масштабным движением вверх. Сейчас на рынках биткоина происходит очень важный структурный процесс – массовое сокращение кредитного плеча. По данным CryptoQuant, открытый интерес по биткоину снизился примерно на 30% от октябрьских максимальных уровней, что указывает на выход перегруженных и спекулятивных позиций. За последние 3 месяца рынок по факту избавился от избыточного заемного финансирования, а такие фазы часто совпадали с формированием значимых минимальных уровней и последующим восстановлением цены. Для понимания масштаба, в начале октября открытый интерес по биткоину превышал 90 миллиардов долларов, а сейчас он составляет около 65 миллиардов, то есть почти на 25 миллиардов долларов меньше. При этом в 2025 году открытый интерес в целом почти ускорился по сравнению с прошлыми циклами. Для сравнения, на пике бычьего рынка в ноябре 2021 года открытый интерес по биткоину на Binance составлял около 5,5 миллиардов долларов, тогда как в октябре 2025 года он превышал 15 миллиардов, что и вызвало почву перегрева рынка. Снижение открытого интереса в момент, когда цена удерживается и даже растет, это потенциально бычий сигнал. В таких условиях рост цены означает, что рынок движется не за счет нового кредитного плеча, а за счет ликвидации и закрытия коротких позиций. Шортисты вынуждены выходить с убытками, давление продавцов снижается и формируется шорт-сквиз, который делает движение вверх более устойчивым. Именно это мы и наблюдаем сейчас. Спотовая цена биткоина выросла более чем на 10% с начала года, несмотря на сокращение активности на рынке деривативов. При этом рынок производных инструментов пока не перешел в фазу перегрева. На рынке опционов Deribit максимально открытый интерес находится на страйке 100 тысяч с номинальной стоимостью около 2,2 миллиарда долларов, и количество колл-контрактов превышает пут-контракты. Это говорит о том, что ожидания трейдеров по-прежнему смещены в сторону роста, но без использования высокого плеча. Если собрать воедино все ключевые данные, а именно метрику, теханализ, потоки в ETF и общую структуру рынка, по биткоину сейчас формируется несколько четких сценариев движения, и каждый из них логично вписывается в текущий этап цикла. Начнем с базовой структуры цены. После 57 дней консолидации биткоин смог выйти из диапазона и закрепиться выше зоны 93,5-94 тысячи, которая выступала ключевым сопротивлением почти 2 месяца. Этот выход важен не сам по себе, а тем, что дневные закрытия начали происходить выше уровня, а значит рынок пытается превратить прежнее сопротивление в поддержку. С технической точки зрения это классический переворот уровня из бокового диапазона накопления, который чаще всего является продолжением тренда, а не разворотом. Если смотреть на старшие таймфреймы, биткоин продолжает формировать последовательность более высоких минимальных уровней и высоких максимальных диапазонов. Даже в фазе коррекции цена удерживается выше долгосрочной восходящей трендовой линии. И пока эта структура не сломана, основной сценарий остается бычьим. Ключевая зона поддержки в текущей конфигурации находится в диапазоне 92-94 тысячи. И локальная потеря этого диапазона приведет к повторному накоплению ликвидности, но при этом не сломает общий тренд. С точки зрения фигур теханализа, рынок сейчас выходит из широкой базы накопления, которая напоминает закругленное дно, особенно на дневных таймфреймах. Дополнительно формируется бычий флаг, затем сжатие волатильности и боковое движение с понижающими объемами. Такие фигуры в рамках тренда чаще всего отрабатываются продолжением движения. Ключевое сопротивление, одновременно уровень подтверждения тренда, это зона 100 тысяч. Это не просто психологический уровень, а область, где сходятся несколько факторов.
крупные объемы, 50-недельная скользящая средняя и плотное скопление ликвидности. Пробои закрепления выше этого диапазона откроют дорогу к расширению диапазона и ускорению движения. В этом случае следующими диапазонами сопротивления становятся уровни 105 и 108 тысяч, но уже дальше у нас идет область 112 и 118 тысяч, где ранее наблюдали сильное сопротивление. И в данном случае индикаторы также поддерживают продолжение роста. RSI на старших таймфреймах удерживается выше уровня 50, что указывает на доминирование бычьего импульса. При этом формируются элементы скрытой бычьей дивергенции. MACD показывает ослабление продавцов и переход от отрицательной динамики к стабилизации, что часто предшествует новому импульсу. Важно то, что рост происходит без перегрева индикаторов. Отдельно стоит учитывать состояние деривативного рынка. Открытый интерес по биткоину упал примерно на 30% от тех максимальных уровней, которые были в октябре. И это говорит о глубокой очистке кредитного плеча. В сочетании с ростом цены это означает, что движение поддерживается в первую очередь спотовым спросом, а не высоким плечом на деривативах. И такие фазы создают более устойчивые тренды и снижают риски резких обвалов. Исходя из этого можно выделить три базовых сценария. Первый — это удержание зоны 92-94 тысячи и постепенное давление к уровню сопротивления 100 тысяч долларов с попыткой закрепиться выше. Также есть вариант быстрого пробоя 100 тысяч, который может наблюдаться при сильном притоке капитала в ETF с дальнейшим ростом до уровня 105 тысяч. И третий — это защитный сценарий, при котором мы увидим отказ от пробоя и возврат к уровню поддержки 94 тысячи. Лично я рассматриваю базовый сценарий, при котором цена проведет небольшую консолидацию выше этого уровня, протестирует его несколько раз. Мы видим продолжение притока капитала в ETF, что приведет к еще одному скачку до сопротивления 100 тысяч. В принципе, это вполне возможный вариант, но опять-таки, если капитал будет дальше идти в ETF. Если же мы видим замедление притока, то цена, конечно же, также замедлится и потенциально протестирует более низкую поддержку. Хотя я думаю, что приток в ETF все же останется. Если подытожить все, что мы сегодня разобрали, то можно сказать, что рынок входит в очень важную фазу. Цена биткоина удерживается выше ключевых уровней, структура остается бычьей, индикаторы подтверждают силу тренда, а избыточное плечо уже вычищено. Это создает условия, при которых следующее движение может быть более устойчивым, а также осмысленным, чем прошлые импульсы. Именно ближайшие недели покажут, перерастет ли текущая стабилизация в новый этап роста. В целом год начинаем в принципе неплохо, биткоин постепенно возвращается, и поэтому будем следить за его движением. Поэтому, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь, также ставьте лайки, пишите в комментариях ваше мнение и ваши прогнозы на ближайшее время. Более подробная и актуальная информация есть у меня в телеграм-канале, не забудьте подписаться и увидимся в следующем видео. Вам, друзья, желаю удачи и побольше прибыльных сделок. До скорых встреч!